Ну что, раз, два, три. Волшебные цифры. Проверка связи. Здравствуйте, уважаемые зрители. Напишите, пожалуйста, по десятибалльной шкале, как видно и как слышно. Проверим, как видно слайды и как слышно. Отлично. Отлично. Так, ну что, давайте подождем еще пару минут, пока все присоединятся. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, есть кнопочка с VPN, которая позволит вам открыть любое YouTube-видео с любого устройства. Сейчас я еще раз его сброшу вам, на всякий случай, если вдруг что-то у вас залагает. Это все может быть. Так. Настроим связь. Вот, ссылочку я сбросил. По эфиру, если у вас возникают какие-либо вопросы, смело пишите. И если у нас будут паузы, либо в конце эфира, на все вопросы мы ваши ответим. Меня зовут Радыгин Дмитрий. Я являюсь вице-президентом Международной академии фундаментального образования по международным отношениям и также руководитель отдела развития кафедры нейропсихологии и нейрокоучинга при МАФО и также являюсь соучредителем Института гуманных технологий Интернатива, в который я уже практически 15 лет занимаюсь тем, что преподаю современную медиаграмотность и информационные технологии, ну и плюс занимаюсь бизнес-администрированием, защитив докторскую степень в этой сфере. Сегодня у нас эфир, я бы сказал, очень важный для тех, кто хочет начать профессию нейрокоуча, или тот, кто хочет все-таки улучшить свои результаты. Эти 5 инструментов, которые вы получите сегодня, они вам помогут снять более 10 часов рутины еженедельно. Это как минимум, может даже и больше. А также вы увидите, как эти инструменты, эти 5, пятерочка, всего 5, которые просто покажут вам, как конкретно можно почувствовать и посмотреть, и увидеть, и чуть ли не потрогать результат изменения клиента вашего. Поэтому будьте внимательны, возьмите ручку, листочек, стакан воды. Эфир будет примерно час. И записывайте все то, что, какие инсайты у вас будут, в том числе и вопросы. Лучше записать сначала на бумаге. А также приготовьте смартфоны для того, чтобы делать скриншоты. Там будут QR-коды, которые будут вести вас на определенные инструменты, про которые мы и будем говорить. А об этих инструментах вам расскажет как раз автор программы «Нейрокоучинг и нейропсихология», заведующий кафедрой нейропсихологии Международной академии фундаментального образования, предприниматель с более чем 20-летним стажем, человек, который за 15 минут иногда выводит человека из полного ступора и неудач, можно это, ну, если так обозвать, к очень серьезным переменам в жизни. За чашкой кофе. Были и такие моменты. Встречаем Радыгина Вера Михайловна. Вера Михайловна, ваш микрофон. Давайте. Так, проверим. Все, отлично, я так чувствую, будет. Всем привет, рада вас видеть, некоторых слышать, наверное. Тоже рада, Дмитрий, спасибо.
Радует меня коннект прежде всего, но все равно проверим сейчас связь со мной. Сегодня ближайший час без воды, надеюсь, будет, а также с хорошей связью. Сегодня минут 40 я буду с вами разговаривать. Возьмите перо, лист бумаги. Только то буду говорить, что можно взять и использовать уже на следующей сессии. Хорошо? Меня зовут Вера Радыгина. Кто не знает, я нейропсихолог прежде всего и основатель Института гуманных технологий «Интернатива». Веду кафедру нейропсихологии и нейрокоучинга МАФО. Это академия международная, более 30 лет на рынке, которая выдает дипломы государственного образца, помогает защитить ученые степени. Сегодня я покажу вам 5 инструментов. Не теорию, прежде всего, запишите, не теорию. Это не лекция, а конкретные протоколы. Я приглашаю вас, представьте, в свой кабинет, там, где я несколько пятилеток провожу свои консультации. Да? То, что я сама использую сегодня, я буду вам показывать это. Я руковожу здесь информационным потоком в 3, не поверите, пространствах. Поэтому вы будете наблюдать, что я смотрю либо к вам в зал, либо смотрю на страницу YouTube, либо смотрю в следующий канал, да. И давайте договоримся, если вдруг будут какие-то технические сбои, например, у вас, или вы не видите какие-то слайды, или что-то не слышите, пожалуйста, не переживайте. У вас есть уже канал, я думаю, Дмитрия Игоревича, да, свяжитесь с ним, и после встречи он даст вам материал, ответит на ваши вопросы, ну, а мы будем надеяться на хорошую связь. Мгм. Прежде чем начать, давайте немного познакомимся про вас. Напишите в чат, откуда вы, город, одним словом. Город. Я с вами разговариваю с Майкопа. Майкоп– это столица первого региона России. А вы где находитесь? Напишите, пожалуйста, одним словом. Я смотрю в несколько чатов. Мгм. Вижу Нижний Новгород, Туапсе. Есть связь. Она не такая быстрая, я замечаю, но есть. Где-то вечер, где-то уже ночь. Пхукет. Мгм. Ага. Столица первого региона тоже с нами. Хорошо. Второй вопрос, будьте добры. Вы уже работаете с клиентами, консультируете? Напишите «да» или «нет». Нет. Да, нет. Мгм. Вы уже даете консультации, ведете нейрокоучинг или коучинг? Да или нет? М. Несколько стран с нами, да, вижу Испания. Спасибо за связь. Каир. Я оцениваю. Связь не такая, чтобы хорошая, сразу скажу. Ну, возможно, у вас работает все быстрее где-то в Африке или Испании. Есть да, есть нет в наших чатах. Мгм, хорошо. Значит, среди нас есть те, кто только начинает, те, кто вообще не проводит консультации, да, и те, кто в практике. Написал «да». Это важно. То, о чем я сегодня расскажу, работает на обоих этапах. На 2 этапах. На эфире на этом вы получите 5 рабочих протоколов. Введите, пожалуйста, интеллект-карточки, то есть фиксируйте быстро. Или конспекты, как вы привыкли писать. Мгм. Не теорию я сегодня передаю, только инструменты, те, которые я применяю сама. Я впервые открыла закулисье свое, впервые. Такого запроса не было, коллективного. Но наши талантливые и очень требовательные, амбициозные студенты попросили
был запрос в течение полумесяца, и, конечно, вице-президент и его команда, прежде всего команда Института гуманных технологий, открывают этот круглый стол. Ламповая встреча. Получите инструменты. Поехали. Скажите честно, да, те, кто уже практикует, честно себе. Бывало у вас такое, и когда будете отвечать честно, мне тоже в чате, будьте добры, давайте сигналы. Бывало у вас такое, что вы в ресурсе, да, и через неделю он пишет ту же проблему. Слово в слово. У меня бессонница, мы ругаемся, я матерюсь, я злюсь, я ничего не понимаю, я ленюсь, у меня апатия, у меня депрессия, или а, просто я снова дистанцировался, не выхожу уже как 3 дня из дома. Или, допустим, он пропадает, клиент, через 2 и 3 сессии. Вы ему пишете, а он прям не отвечает. То есть сессия закончилась, помните, было вдохновение, и у него все хорошо, вы в ресурсе. Вот вы ему пишете: "Добрый вечер, завтра встречаемся", или в понедельник, а он даже не отвечает. Было у вас такое? Если да, пишите "да", точно, или дайте сигнал 100 баллов. Или, допустим, он говорит: "Ну, мне стало лучше чуть-чуть, но ненадолго". Напишите особенно плюсики. Плюсики — это прям сигнал у нас в чат, если было такое. Да, вижу вашу связь со мной. Спасибо вам. Вижу плюсы. Да, было, пишет кто-то, да. Достаточно много этих "да". Хорошо, что вы здесь. Возможно, вы тот человек, кто давал запрос на нейрокоучинге или на интервизии у нас, или на супервизии. Спасибо вам за это. То есть писал письма, что будьте добры, поделитесь этим инструментарием с вашего кабинета. Да? Хорошо, что вы здесь. И вот то, что произошло с клиентом, это не случайность. И это не ваша ошибка. Зафиксируйте. Сейчас я объясню вам, почему это происходит. Я дам вам цифру, вы ее видите. Не у всех пригружаются слайды, я знаю. Но если цифра видна, тоже мне давайте сигнал 73. Вот цифра, которая меня когда-то остановила. 73% коучей бросают практику в первые 2 года. Кто-то уже знает, что я здесь не 1 пятилетку, и не 2, и больше 3 пятилеток в этом направлении, и я понимаю с практической точки зрения эту статистику. Но это данные ICF, Международной федерации коучинга, за 2024 год. Подчеркните для себя. 73%, давайте я скажу точнее, 3 коуча из 4 уходят после 2 лет практики. Кстати, это не люди без таланта. Я некоторых знаю лично, да, то есть 3 человек из 4. Я знаю их результаты докторские, магистерские, да, их результаты в учебе, на практике, даже знаю их проекты, их исследовательские работы, да. Это не люди без таланта. Это люди без системы, подчеркните. О, есть 73, вы со мной, спасибо, спасибо. Мы с вами как на подводных лодках. Мне очень нравится, когда есть обратная связь. Мы с вами не в зале классическом, да. Мне довольно непросто в 3 каналах сразу же одновременно находиться. Мозг находится в таком режиме, словно я переводчик. Мгм. Нет системы, нет стабильного результата в результате, да. Затем смотрим дальше алгоритм. Нет результата, нет уверенности. Нет уверенности, мы оставляем там, где мы чувствуем боль. Мы оставляем это дело. И спасибо тем, кто простоял 2 года. Это я от себя.
говорю, потому что многим я передаю этот материал, который вы сегодня услышите, по телефону, объясняя, да, и они продолжают, поняв то, что сегодня я вам передам. Что конкретно мешает? Смотрите. Коучи работают с симптомом. Зафиксируйте, не с источником. Техники подбирают интуитивно, без диагностики. После сессии, когда они сделали консультацию, да, или 3 консультации сессии, или 8, или 15, да, после сессии не видят, изменилось что-то или нет. И самое, знаете, что неприятное? Они сами не знают, помогло или нет. Коучи не знают. То есть я спрашиваю: "Как ты думаешь, ему помогло? Вот ты 3 сессии провела, помогло?" Он говорит: "Я не знаю". Это не лень, это отсутствие инструментов прикладных. И эти инструменты, о которых я говорю, они системные должны быть. Поэтому это слово лучше подчеркнуть. Нет системных инструментов. Вот в чем дело у нас, когда мы уходим или трудно работаем. Уходим через 2 года. Это в лучшем случае. Проблема не в техниках. Техника может быть правильной, да? Проблема в том, что мы не знаем, с кем мы работаем, кто напротив нас. Мы не знаем. У каждого человека, я имею в виду клиента, устойчивый нейропрофиль. Это надо подчеркнуть. Устойчивый нейропрофиль. Или у него индивидуальные свойства психики, с которыми он родился. У кого-то доминирует лимбическая система. Знаете, кто имеет детей, несколько детей, то он видит. Вот у этого ребенка доминирует у меня, я вижу у моего ребенка лимбическая система. А вот у этого такой мимичный, спокойный, мало слов говорит, да? Доминирует префронтальная кора у второго ребенка. Вот мама это чувствует. Это касается и клиентов тоже. Когда префронтальная кора доминирует, то логика, анализ, планирование, сдержанность, мало слов, мало эмоций. И я не столько говорю о характере сейчас, хотя когда я говорю слово психотип, индивидуальные свойства психики, это касается характера. Но я еще и подчеркиваю, что у этих людей, клиентов, индивидуальная нейробиология. Подчеркнуть второе слово. То есть у каждого человека устойчивый нейропрофиль в аспекте психики, психотип. А также вот в этот час у него определенная нейробиология. И она определяет, какая техника сработает, а какая нет. Подчеркните. Нейробиология, как и свойства психики, определяют, какая техника сработает, а какая никогда. Когда вы применяете правильную технику не для того человека, это как правильное лекарство дать в неправильной дозировке. Словно дать правильное лекарство, но в неправильной дозировке. Это даже может быть опасным. Без этого знания, помните, когда я сказала, у каждого человека есть индивидуальные свойства психики. И также у него есть определенная нейробиология. Без этого знания нейрокоучинг – это угадывание. Угадывание. Иногда угадываешь, а иногда нет. От этого ты выматываешься, через 2 года это в лучшем случае, через 3 месяца ты уже вымотался. Угадывать. Стрелять по воробьям, говорю я иногда. Ты устаешь, и напишите, что вам хотелось бы перестать угадывать.
Напишите просто «хочу». Я хочу перестать угадывать. Так вот, что если можно перестать угадывать быстрее, чем вы даже об этом думаете? Возможно, будут сигналы «хочу», и я хочу перестать угадывать. То есть гадать. Не то чтобы перестать угадывать, да, я хочу угадывать, а вот гадать. То есть напишите «хочу», да, не гадать, а профессионально работать. Что если есть инструменты, которые учитывают нейробиологию конкретного человека и дают предсказуемый результат с каждым. Почему с каждым? Потому что вы понимаете и психологические свойства тоже. Не только чувствуете, видите, понимаете нейробиологию, но и свойства психики тоже. Напишите плюсик или «хочу». Вот летят, летят, хочушки летят, летят, летят. Это для связи. Это просто наш код с вами, да, такой, как на подводной лодке. «Хочу». Плюсики кто-то пусть пишет. Вижу плюсы. Отлично. Тогда показываю. Студенты, кто меня знает, очень четко для себя пометил в начале еще обучения, что этот человек работает только по спросу. Нет плюсика, нет «хочу», она ничего не дает. И никогда не рассказала о внутренней работе внутри кабинета. Просто не сделала этого. Потому что мы не попросили ее об этом. Пришел запрос через письма, длинные такие письма, разговоры телефонные все чаще. И вот сегодня наш открытый эфир. И я рада, что сюда могут заходить ваши гости тоже. Мы адаптировали эту тему и для гостей. Возможно, они работают в помогающих профессиях, и это им тоже будет полезно. Сегодня вы получите 5 конкретных инструментов. И гости, педагоги, психологи, воспитатели, мамы, нянечки, медсестры, водители, строители, парикмахеры. Да? Вот они 5 инструментов конкретных. Первый. Напишите нейропрофилирование. Понять, как устроен клиент, кто перед вами, понимать его психосексуальные характеристики. За 5 минут подчеркните. Ударение на 5 минут. Второй инструмент – настройка состояния. И мы не говорим про состояние нейрокоуча. Наши студенты, они не поднимают даже этот вопрос. Как мне настроить свое состояние? Сейчас мы говорим про состояние, настройка состояния клиента. Подготовить нервную систему к работе до того, как вы начали, а потом и после сессии. Какие чудеса! Они заботятся об этом, когда я прихожу к ним на консультацию. Браво, сказала бы я на месте клиента. Настройка состояния до и после сессии. Третий инструмент. Протокол нейропластичности. Подчеркните. О чем речь? Закрепить инсайт на уровне мозга, чтобы он не испарился через 3 дня. 3 восклицательных знака через 3 дня. Через 3 дня любой инсайт, вау-эффект, мысль, которая коснулась человека, и он увидел свои индивидуальные свойства психики, он увидел свою нейробиологию, и вы поговорили с ним четко, четко. А в его спрос у него был вау-эффект, помните? Но через 3 дня он все забыл. Окей. Протокол нейропластичности в помощь.
Не в голове, а в теле. Не. У нас немного скачет связь, я вижу, у некоторых даже и в других странах. Не обращайте на это внимание, все стабилизируется. Можете только играть, возможно, VPN, да, своим. Мы продолжаем. Четвертый соматический маркер. Найдите реальный источник проблемы не в голове, а в теле. Сейчас будет очень горячий инструмент. Нейроаудит прогресса. Показать, подчеркнуть это слово измеримый результат. Все результаты, которые показывают мне студенты, еще, не дай бог, клиенты, а если пациенты, только измеримый результат. Мгм. Дайте, пожалуйста, 5 баллов, что вы увидели слайд, зафиксировали, и моя речь долетела куда-то в Африку или в Испанию, в сторону Иркутска, Сибирь, где холодно, где жара, Туапсе, на Пхукет летит. Дайте 5 баллов, что долетела информация, 5 инструментов. Я как только увижу ваши пятачки, я уже знаю, что вот вы схватили зерно, и больше вас не будет пугать, если связь немножечко лагает. Давайте немножко подробнее. Нейропрофилирование. Простая идея. Я это люблю. Простая идея, простая мысль. Зафиксируйте. Люди думают по-разному нейробиологически. Добавьте. Они думают в рамках своего психотипа. Вот мало того, он думает по-разному нейробиологически. И вот во вторник я думала, после того, когда это случилось, и мы тут такую пыль столбом подняли, я думала. А вот в четверг после дождичка, вот эта радуга, вот эти вот цветы, рюшечки, я вот думаю, видите, люди думают по-разному нейробиологически, так еще и в рамках своего психотипа. Два столпа. Они принимают решения через логику, это одни, а другие через ощущения. Зафиксировали? А третьи, знаете, принимают решения через смыслы. Так еще есть четвертые, вы не поверите, и даже седьмые. Мировая психика, она детерминирована 8 психотипами, то есть мы говорим иногда векторы, 8 векторов. Вот. Ну вот мы почувствовали, что одни через логику, вторые через ощущения, а третьи через смыслы. Если вы не знаете, как устроен конкретный человек, вы работаете вслепую. Гадаете, угадываете, стреляете по воробьям. Иногда попадаете. Когда вам нужно принять решение, говорю я, молодой человек, вы вначале думаете или сначала чувствуете? Смотрите, я даю сейчас вам ключи. Запишите, пожалуйста, этот вопрос. Когда вы принимаете решение, вы сначала думаете или сначала чувствуете? Записали? Записали? Это ключ. Спросите вашего клиента. Я хочу у вас кое-что спросить. Когда вам нужно принять решение, вы сначала думаете или сначала чувствуете? И когда он вам ответит, это будет ключевик. Ответ покажет вам, какой язык использовать, какие техники подходят, как выстраивать работу. Результат – техника под конкретного человека с первой сессии. Дайте 3 балла, что в этом что-то есть для вас. Техника под конкретного человека с первой сессии и вообще с первого вопроса. Клиент чувствует, это работает, а вы перестаете угадывать.
Вот что я делаю после первой встречи. Что такое первая встреча? Мы вообще познакомились. Иногда у нас на кафедре это называется диагностика. Мы не применяем на первой встрече, мы не лечим, в кавычках, да, мы не применяем техники, мы знакомимся. И вот после первой встречи, а иногда и до первой сессии, у меня так получается иногда, я даю клиенту одно задание. Внимание! Это под 3 красными звездочками сделайте. Я говорю, опиши свое состояние здесь. Можно голосовым. И даю ему ссылку на нейрозонд. Нейрозонд обвести в овал. В нейроботе Telegram. Вот он QR-код. Я ему даю ссылку или вот этот QR-код. Есть строечки? Есть, да? И вот вы уже заглядываете прямо ко мне за стол, садитесь, да? Словно тень, когда вы видите, как я работаю с клиентом. Но это не всегда происходит за столом и даже телемост. Это может происходить в поезде или самолете, а он вообще в другом купе, человек, клиент. Он в ресторане вдруг захотел почему-то при знакомстве вот поделиться своим ужасным состоянием. И я говорю ему: "В добрый путь". И где-то в "Телеграме" я ему говорю: "Опишите свое состояние здесь". Можно голосовым. Сама я продолжаю путешествие в своем купе со своей семьей. Он в своем купе, возможно, как кто-то сейчас из вас, берет эту ссылку или QR-код и начинает голосовым говорить, что его заставило вообще подойти ко мне, делиться со мной и вдруг рассказать о том, что у него это случилось. Бот фиксирует состояние, анализирует и передает это мне. Мне в другом городе. Я могу находиться вообще в путешествии. Могу в горах находиться, месяцами там жить. И вот мне прилетает отчет. Я вижу его нейропрофиль и еще до следующей сессии. Я в горах буду 3 дня, а в четверг мы встретимся. Но до сессии я вижу в горах, что он мне прислал этот нейропрофиль. Это и есть диагностика на уровне нейробиологии. Кто-то несколько троек дает. Да-да-да. Нужно прямо в ряд поставить одни сплошные тройки этому инструменту. Можете прямо сейчас это проверить. Для самых амбициозных, кто-то, возможно, делал запросы пламенные. Отдайте, пожалуйста, то, с чем вы работаете. Покажите это. Я говорю, да не надо драться, сейчас все будет. И вот они, эти тройки. Можете прямо сейчас это проверить. Отсканируйте QR-код. И прямо сейчас, активировав нейробота, прямо сейчас, скажите единым голосовым сообщением ваше состояние. Это занимает 20 секунд у кого-то. Можете напечатать, но проще единым голосовым. Единым голосовым. У меня сейчас вот здесь вот на эфире возникает вот это вот состояние. Мгм, мгм. Немножечко отдохнем, да, такой мастер-класс у нас. Я думаю, с очень высокой ценностью, учитывая, что я сейчас опираюсь на ваши письма и просьбы. И я пойду сейчас в мой богатейший инструмент нейрозонд. Здесь есть. Ага, вот прилетел. Отлично. Я просто не буду имена говорить, но я скажу, это с двумя сердечками красными. Вот здесь есть паттерн, затем уровень тревожности, энергии, фокус настроения прямо сейчас. И вот здесь написано, в мозге активируется система стресса, что она делает по кортизолу уровню, да, адреналин, затем с чем это связано и какие зоны мешают, то есть они выстраивают защиту. Есть еще. И к чему это может привести? Цикл описывается. И здесь написано. Мгм. Второй мужчина. Ага, есть несколько женщин. То есть вот идут прямо сейчас в моменте. Я сейчас поставлю. Ага. В моменте
идут нейропрофили прям мне на ладони. Я нахожусь сейчас в горах, горы такие, знаете, я живу в предгорье. В предгорье. Называются горы Лаганаки. Предгорье – это такая поляна, да? Потом посмотрите эти горы Лаганаки. И вот я здесь нахожусь, а вы, допустим, где-то в другой даже стране. И вот сейчас я посмотрела то, что вы описали. Спасибо вам за эту работу, за эту искренность. Несколько человек. Благодарю за вашу мобильность. Мощный просто такой шаг, быстрый его очень. Это всего 20 секунд. Да? Отлично. Дайте, пожалуйста, семерочку, что в этом есть крупная ценность для работы вашей, то есть работать вот таким вот образом. Мгм. Мгм. И у вас уже сейчас у каждого есть этот инструмент. У кого еще нет, вы в этом сможете убедиться, что он прямо сейчас на расстоянии вытянутой руки у вас есть. Окей. Мгм. Найдите в боте, нажав на кнопку «Гид по боту», записали «Гид по боту», вам это нужно потом передать своим клиентам. Нажмите на кнопку «Гид по боту», а затем «Пригласить друга». У вас активируется личный нейрозонд, так он и называется, и личный нейросекретарь. Всем аплодисменты, кто это сделал, семерочки, и пишите «Есть». Есть, 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 да, вы уже через час можете давать консультацию, используя потрясающий инструмент. Клиент проходит экспресс-анализ, это называется, а вы получаете отчет об его состоянии, прежде всего мозга. Мгм. Семерочки есть, а кто-то прям насыпает. Спасибо за вашу щедрость. Я очень рада, что я в этих трех пространствах еще не потерялась. Да, мозг мой такой весь красный, активный. Ну хорошо. И еще раз, вот как это выглядит в боте. Посмотрите. Спасибо команде Институту гуманных технологий за вот эту красоту, лаконичность, емкость, информативность. Посмотрите, что на слайде. Вот это надо просто зафотографировать и все. Больше ничего не надо в работу, сказала бы я. Да? Человек, который любит одну точку сборки, один результат в день, один результат в год. Вот замечательный слайд, спасибо. Кстати, я сама его, этот слайд, вижу третий раз. Спасибо. Открываете еще раз цифровую платформу, да, и вот что видит клиент. Смотрите, нейрозонд видит, видит, тест на нейропрофиль видит, видит, нейродневник видит, да и не только. И все это в одном месте. Напишите «Ура», если вы вдруг ощутили себя на месте клиента. А потом «Ура», если вы четко понимаете свое место как специалиста с такими инструментами. Это и есть диагностика до второй сессии. Пометьте, пожалуйста, простую мысль. Это не «расскажи о себе», а это конкретные данные. Вы потом увидите, потому что вот я вижу ваш нейрозонд, да, и я уже знаю, что кто-то уже тоже сфокусировался и видит. Вот знаете, я в предгорье Лаганаки, Фишт, это такие вот трехтысячники, да, а ты так сидишь вот в своей другой стране и такой тоже видишь это. Конечно, это потрясающе меняет внутри видение, ощущения. Вот это инсайт. Мгм. Мгм. То есть не расскажи о себе, а данные. Данные, пожалуйста. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Второй инструмент – настройка состояния клиента. Простая идея. С нее начинаем всегда. Простая идея. Прежде чем помогать, убедись, что человек способен принять твою помощь. Прежде чем помогать даже своему ребенку, подсказка родителям, убедитесь, что человек способен принять помощь, а вы работаете со взрослыми. Это простая идея, но очень глубокий смысл. Когда клиент приходит
в напряжении, вот вы пришли ко мне, да, вот сюда, на эфир, в напряжении, то мозг буквально блокирует новую информацию. Какой бот? Какой нейрозонд? Я первый раз такое слово вижу. Я напряжена, ничего я не буду описывать, ничего не буду присылать. Но кто-то это сделал уже прямо сейчас. Помните, да? Я получила нейропрофили. Я уже на связи, как доктор наук, как нейропсихолог, на связи с теми, кому, возможно, поможет этот нейрозонд и не раз в жизни. А кто-то блокирует, потому что напряжен, да? Буквально блокирует новую информацию. Так работает уставший мозг. Это не метафора, это физиология, подчеркните. Амигдала в режиме угрозы. Новая входящая идет угроза. Вот этот нейрозонд – это угроза. Вы понимаете, как нас путает? И эта работа амигдалы закрывает префронтальную кору. Вы можете говорить правильные вещи, правильную ссылку, правильный QR дать. Он просто не воспринимает этого, потому что у него лимбическая система перекрывает работу префронтальной коры. Что делать? Что делать? Напишите амигдала. Напишите амигдала. Что да, вот здесь, пожалуйста, простая идея, точно. Я ему даю что-то новенькое, это даже дети наши. Да? Я ему даю что-то новенькое, какое-то новое правило. Все, префронтальная кора отключилась. Напишите амигдала, так и напишите. Я буду понимать, что да, дайте нам что-то, чтобы вот прямо раз и включить его префронтальную кору. И вот уже с ним работать приятно. Что делать? Амигдала, амигдала. Вот эта красотка, она начинает, лимбическая система начинает работать, все. Префронтальная не работает. Что делать? Первые 5 минут, 5-7 минут сессии не вопросы, которые касаются состояния, не вопрос, а настройка. 100% кто-то дает прямо сразу, говорит, не могу я амигдала писать, но 100% я насыплю. Молодцы, кто со мной, кто на связи, молодцы. Давайте любой сигнал, хотя бы единичку, что я тут с вами, я в теме. Да? Первые 5-7 минут сессии не вопросы про состояние, ни в коем случае, а настройка. Попросите сделать его, своего клиента, 2 коротких вдоха носом, по 5 секунд. Вдох, выдох, не ртом, только носом, по 5 секунд, а затем носом по 20 секунд, 2. 2 глубоких вдоха по 20 секунд, и идут изменения в крови. Что уж говорить о том, что происходит в мозге. Если это делать 3 минуты, это потрясающая техника. Эта техника или любые другие, которые очень мощно работают. То есть я сказала выделить 3 и разместить в наш главный помощник. Поэтому там найдите, пожалуйста. Теперь уже у вас есть цифровой помощник, правда? Вот там есть техники дыхания. Отлично. И когда вы сделали эту настройку, только тогда уже начинайте работать с запросом. Большинство специалистов пропускают этот шаг, а потом удивляются, почему клиент не слышит. Так какой клиент? Сын меня не слышит с дочкой. Так я не знаю, что ты ему тут подошла и вот нарезаешь, а он вообще занят. Пишет письмо своей подруге, а дочь твоя читает письмо друга. И вот ты подходишь, что ты тут вот говоришь. Сначала настройка. Я дам вам ключ, очень сильную настройку такой дает вопрос. Я как раз дам тем, кто написал амигдала, кто активно будете работать. И вот посмотрите, бонусы, да, какие-то ключи, как Тортила давала, Буратино, да, вот этот ключ. Вот смотрите, какой я дам вам ключ. Вы говорите клиенту, назовите сейчас 4 звука, которые вы слышите в своем пространстве. Вы знаете, лимбической системой назвать невозможно это. Он подключает такие зоны мозга, когда он называет звуки. Он начинает слышать холодильник, вот здесь вот что-то жужжит, а еще у меня компьютер какие-то шумы дает, первый раз слышу, да?
Вот он 4 звука назовет, вот, он готов к работе. Дайте, пожалуйста, 2 балла, что да, насчет что-то этого вопроса здесь что-то есть. Назовите 4 звука. Я сам их никогда не называл. У меня никто никогда их не спрашивал. Оказывается, это включает очень серьезно такие зоны, которые как раз позволяют поднять личную эффективность. Будь то в общении, а тем более в работе с нейрокоучем. Хорошо. Практики дыхания, я уже говорила, в боте есть. Отдала? Отдала. Вопрос про звуки отдала? Есть контакт. Кто первый напишет спасибки? Практики дыхания в боте. QR-код вот. И это формирует привычку управлять состоянием самостоятельно. Клиенту между сессиями. Клиент перестает зависеть от встречи. Начинает работать с собой сам. Так он с вами дышал, про звуки говорил. Тут вас нет, он начинает звуки слышать, которые раньше 40 лет не слышал. Сколько раз я слышала, когда мне клиенты говорят, я вообще первый раз услышала, что у меня в ванне есть этот звук, он всегда там был. 50 лет не слышать звук этот, который там был всегда. Окей, сильнейший из вопросов для активации мозга для эффективной работы на нейрокоучинге. Есть спасибки полетели, да? Спасибо вам за благодарность, даже двоечки есть, на всякий случай это напишу, еще двойки дам. Вот это активная позиция, молодцы. И тот, кто здесь активен, уже зарабатывает какие-то еще ключи-тортилы для тех, кто сидит рядом. Конечно, потрясающе. Чувство отдачи – это всегда великолепно, замечательно. Итак, дыхание, бинауральные биты, там, да, все это уже в боте. Клиент открывает раздел «Практики», записали «Практики» и видит, нейродневник есть, есть. Дыхательные практики тут, здесь. Упражнения, нейротренажеры здесь, здесь. Да что ж такое? Фокус, расслабление, сон, все здесь. Это не теория, то, что вы сейчас видите на экране. Это сильнейший инструмент, который человек использует сам. Трудно передать вам сейчас мне это чувство, которое он будет испытывать к вам, потому что вы ему порекомендовали в своей работе. Утром, вечером, перед сложным разговором, после стрессовой ситуации он будет использовать эти инструменты. Это работа настоящего профессионала, скажет он. Этот инструмент семейно ориентированный, подумает он. Он высокотехнологичный, эстетичный, удобный и абсолютно доступный. Окей. Вы даете клиенту не только встречу, вы ему даете поддержку между встречами. Тот человек, который встретил меня в ресторане поезда, в котором мы едем 3 дня, он становится впоследствии товарищем. Он не может понять, как это произошло так быстро. И тот человек, с которым мы встретились где-то на зимних вершинах Эльбруса, он помнит не одну пятилетку, что получил какой-то инструмент у меня или QR на этой визитке. Окей. Это не теория, это инструмент, который человек использует сам. Утром, вечером, перед сложным разговором и после стрессовой ситуации. Этого полно сейчас у людей. Вы даете ему свою поддержку между встречами. То есть каким-то образом этот человек постоянно чувствует эту поддержку, хотя он давно вышел из этого поезда, и я. Он со своей семьей, и я со своей, своими чемоданами, шляпами и зонтиками. Понимаете? И он вышел где-то там, в районе Сочи, и пошел. Но он чувствует эту поддержку. Отлично. Разве не этого вы желаете? Дайте, пожалуйста, это я желаю. Это я желаю. Возможно, кто-то даже не понимает, о чем идет речь. То есть поддержку между сессиями.
Ну, а давайте перейдем к следующему слайду. Как-то поезда вспомнились мне. Редко там бывает, да, да. А что творится в самолетах? Догадываетесь? Когда я нахожусь в самолете, то у меня нет вот такого вот кресла в бизнес-классе или в эконом-классе, неважно, где я сижу. Нет, вокруг меня всегда круг детей, а потом мамаши, которые за ними пришли, или папаши, и вдруг что-то заметили в моих глазах. Я им дала визитку. Он все еще сидел на своем кресле, смотрел что-то, потом опять подошел. То есть движение идет и в самолете тоже. Вот мои дочки сейчас, если слышат, они сразу это вспомнят. Просто постоянно по этому ковру идет какое-то движение. Что тут вспоминать? Поезда, давайте в самолет. То же самое. Окей, давайте третий инструмент. Да, и второй инструмент виден в моих глазах. У меня всегда в глазах видно, что у меня есть, что вам предложить. Так уж получилось, потому что это супер инструменты. И на моей визитке супер предложение для вас. И они видят это в глазах, да, люди? Хорошо. Третий инструмент. Смотрите, какой он серьезный, серьезно называется и в глазах сверкает. Протокол нейропластичности. Видели? Протокол нейропластичности. Сегодня вот как раз парикмахер говорит, как это может быть, что этот самый протокол нейропластичности, он, оказывается, сразу был у вас, как только вы зашли, и уже обо мне уже все знали. А, Михайловна, я говорю, Катя ее зовут, я говорю, это так. Так это такая улыбка до ушей, это такие искры в глазах. Я говорю, да, да. Протокол нейропластичности. О чем речь? Эта тема большая, глубокая. А мы возьмем одну точку на карте. Инсайт на сессии на вашей. Это еще не изменение. У вас сейчас и был инсайт? Напишите «был». Так это еще не изменение. Вы можете себе представить? Инсайт был хорошая новость, но это не изменение. Новость плохая, да? Для ведущего этого эфира. Вы, наверное, замечали, да, вот какой-то пример надо. Клиент выходит воодушевленный. Ой, он сейчас про такие свойства сказал, это у меня. Он про психические свойства сказал, это у меня. И дал мне вот такую маленькую книжонку. Так, это я почитаю после дождичка в четверг. Села нога на ногу и закрутила его жизнь. Через 3 дня он не помнит слово психотип. И про свои свойства вообще первый раз слышит. Видели? Или вы человеку говорите, а вам надо на плавание записаться, у вас как раз бассейн через дорогу. Он говорит, это про меня. Вот это про меня, инсайт, вау, эффект, да? И через 3 дня приходит, он говорит, ну что, сколько проплыли бассейнов туда-сюда? Нисколько. Через 3 дня он забыл про бассейн, который у него через дорогу. Вы понимаете? Как будто ничего и не было. Почему? Такое испарение инсайтов. Вот почему. Мозг меняется, когда мысль сопровождается 2 вещами. Фиксируйте. Ощущением в теле, пошел, абонемент купил. Угу. Еще, не дай бог, поплыл. Взял книжонку, 4 странички, ну, файлов вы ему даете. Я вам про ваши психотип дам файлы, почитайте. Взял это, распечатал, сидит, листает, читает. Ну, что там Фрейд написал? Я читаю, да? И когда шелестят эти листочки, то ощущением в теле этот инсайт шуршит. Как я юморю иногда, да? Или не шуршит. А второе реальным действием. Слушайте, распечатать надо было. Слушайте, снять, переодеться, еще шапочку одеть заставляют, еще говорят, справку принеси в бассейн. Вы представляете? То есть реальным действием. Реальным действием. Алиса, что случилось с моим роботом? Окей. Реальным действием. Желательно это под 3 восклицательными знаками в течение 48 часов. Я понял, недостаточно. Ой, я понял, кто я. Я понял, кто я по психотипу. Слышали? У себя помните? Ага. Недостаточно. Вы знаете, вам надо планку делать 1 минуту. Надо кортизольчик вывести, планку 1 минуту. Я поняла.
Этого недостаточно. Нужно почувствовать и сделать планку. Дайте, пожалуйста, 3 восклицательных «да». Лучше 2. Вы за 2. Про ощущение в теле и реальное действие дайте 2 восклицательных знака. Поэтому в конце каждой сессии пусть будет у вас 3 шажочка. Первый. Клиент называет новую мысль. Есть у вас инсайт какой-нибудь? Какая мысль приходит? Я часто говорю, да озвучьте 4 мысли своих в конце сессии. Ну, скажите пару мыслей. Ну-ка, скажите 3 точки роста. Ну, расскажите 5 точек на вашей дорожной карте. О чем вы там думаете? Да? Скажите одним предложением. Можете? Могу. Второй шаг. Он ее находит в теле. Где именно вы это ощущаете? Ну, я этот инсайт, знаете, где ощущаю? И все, пусть скажет. Где именно это ощущается? Ну, ладно, еще про инсайт. Я ее ненавижу. Где именно это ощущается? Третий. Договаривайтесь об одном маленьком действии. Я с вами договорилась об одном маленьком сейчас действии? Ну да? Напишите, да, было действие. Одно маленькое действие. Вот Куар, сделай действие. Ну давай, наговори. Ты можешь, я верю. Амигдала твоя отступила. Давай, ты можешь. Одно маленькое действие. До следующей встречи. Сделайте? Ну, я обычно 3 маленьких даю. Я вот такой вот человек. Я 3 маленьких. И вот домашнее задание для вас лично прямо сейчас. Всем внимание на QR. Да, у нас есть здесь кодик. У нас есть на образовательном портале, это единая платформа, она, кстати, первая, еще и единая альтернатива платформа. Там есть нейротренажеры, лингвотренажеры. И я говорю ему, вот вам задание. Так же, как вам иногда говорила, или сейчас кто-то впервые слышит, да, из гостей или в записи кто-то смотрит. Вот видишь, да, вижу, QR-код вижу. Зайди туда, там будут нейротренажеры. 8 минут там занимайся, и там будет лингвотренажер. Занимайся 15 минут. В первом случае ты наращиваешь новые нейроны, во втором случае ты укрепляешь синапсы. Не 30 минут, не час, 8. Да, я это сделаю. Ну вот, сканируй QR, говорю, открой сайт, если как бы QR-коды не очень тебе, да? И вот он, мозг, начинает меняться через неделю, чаще через 4 дня. Именно так работает нейропластичность. Не через большие усилия, эта история не про нее, а через регулярные маленькие действия. Вот эта история про нейропластичность. Например, лингвотренажера, надо подчеркнуть, это запатентованная технология, все необходимые технологии для развития всех когнитивных способностей. Внимание, избирательность внимания, память, да? Вербальный интеллект, невербальный, там целый список. Вперед! Там есть встроенный тест. Хотите когнитивных функций? Да. Пришлите мне результатик, что у вас там, да? Там есть детский курс английского языка, но мы не про изучение английского, а про то, что вашему ребенку требуется укрепить синапсы. Точно, это да. Помните инсайт? Помните? Да, надо укрепить синапс. Хорошо. То есть он тренирует мозг с английским, а по математике двойки отступают. Вы серьезно? Конечно, и тапочки на место ставит, и даже сам одевается. А еще говорит спасибо, когда выходит из-за стола, потому что нужно укрепить синапсы с английским. А то, что у него будет 800 слов, ну, это вам бонусом. И вся грамматика. Но мы сейчас про то, чтобы он говорил спасибо, выходя из-за стола. Что говорить про клиента? Там уже не до спасибо. У него такие задачи на его уровне личности. Дайте ему эту возможность. Напишите «дам». А что «дам»? Напишите в чате «дам». Вот такие коротенькие домашние задания буду давать. Лингвотренажер и нейротренажер. 2 задания. Все. Нейрозонд сказал ощущение. И вот 2 задания. Все. Вот что видит клиент на портале. И если вдруг я еще не решилась написать «дам». Английский. Первый тренажер для мозга.
Еще с 2005 года мы одни из первых позиционировали лингвотренажеры для укрепления синапсов. Изучение языка– это другой запрос. Мы укрепляем синапсы. Буквально физическая тренировка нейронных сетей. МРТ это показывает увеличение серого вещества в гиппокампе. На портале не просто курсы, это нейрозал. Запишите нейрозал. Место, где клиент укрепляет синапсы каждый день. 8 минут нейротренажер, 15 минут язык. Записали? Постоянная стимуляция нейропластичности. Вы не даете результат одной сессии. Вы даете инфраструктуру для изменений. Так и запишите. Где-нибудь на баннере, где вы обращаетесь к новым клиентам. Я даю инфраструктуру для изменений. Запиши. Вот беру, дам, отлично. И сразу вот всем, кто дам, написал, вот вам 4-й инструмент. Чтобы было что еще дать. Соматический маркер. Написали? Клиент рассказывает историю. Я говорю, расскажите, как вы работаете. Я как бы слушаю истории. Точно. Рассказывают историю. Нужно еще что добавить? Долго рассказывает. Правильно? Подробно. Правильно? Да, говорит. А настоящий источник, подчеркнуть, не в истории. Он в теле. Кто приходил ко мне на нейрокоучинг, он сразу это сейчас вспоминает, как инсайт. Точно, она всего 3 предложения у меня берет. 3 предложения, может 2, а может бывает одно слово. Если я тет-а-тет работаю в ресторане или офлайн, или в своем офисе, то есть это офлайн, мне еще меньше надо текста. Потому что настоящий источник не в истории, подчеркните, а в теле. Он в теле. Тело реагирует быстрее, чем голова успевает осознать. Кто-то дает мне уже реакцию, что да, в этом что-то есть. Когда клиент говорит, мне тяжело, он мне, представляете, что сделал, где тяжело? В груди, в горле, в животе, где тяжело? Вот один вопрос, который меняет всю сессию. Всю сессию меняет. Где в теле вы это чувствуете? Подчеркните этот вопрос. Где в теле вы это чувствуете? Паузу дайте ему, клиент начинает искать. Этот момент переключает разговор от истории к источнику. Вы уже понимаете, да, от чего к префронтальной коре? Вы уже понимаете. Вам нужна его префронтальная кора, конечно. Клиент начинает чувствовать, меня понимают. Меня как-то собрали. Не просто выслушали, она как-то интересно смотрит на меня, потому что вы увидели. Это другой уровень доверия. Каждая мать стремится к этому уровню доверия у своего ребенка. Но мы работаем не с ребенком, это взрослый. Представляете, у ребенка форточка доверия, а у взрослого, постороннего человека, это же не ваш кровный человек. Вы попробуйте, откройте его ворота доверия. И как только вы вышли на этот уровень доверия, просто он чувствует, как-то ко мне подошли близко. Вот, оказывается, куда стремится мама, пока ребеночку 3 годика не исполнилось. Другой уровень доверия. Она всегда смотрит на его тело. Знаете, он там что-то говорит, он даже не умеет говорить. Она уже в теле, уже видит проблему мама. Дайте, пожалуйста, слово «мама», в честь 8 марта, пусть это еще будет. Да-да-да, у мамы это так. Что-то вы видели когда-нибудь, чтобы мама очень серьезно слушала свою 5-летку? Он там что-то ей говорит, а она уже в теле смотрит, да, вот здесь вот где коленка, все понятно, вот здесь где горло, ничего себе, а вот сейчас он врет, да, и я вижу это в теле. Окей, домашнее задание он тоже получает. Какое? Допустим, все здесь задания, вот на этом этапе, связаны с активностями. То есть челлендж активностей. Вот есть такая кнопка «Челлендж 7 дней». Там они то каллиграфию пишут, то приседают, то в планке стоят. А есть потрясающий челлендж, называется «Маяк» в кавычках. Напишите «Маяк». Ежедневные практики для работы с телом. По одной в день. Там собираются такие творческие люди, то четверостишее написать, то станцевать, то там такие звезды собираются. Вот поэтому «Маяк» это связано со светом, то есть это очень много творчества.
Мгм. Я очень люблю игротеки, вы уже знаете, да, игротеки, педагогические приемы. Это увлекательно, это хорошо обучает, особенно взрослых. Видите QR? Ага. QR-код видите на слайде? Есть. Поехали. Челлендж есть в неработе и на портале. Забирайте. Отсканируйте QR-код. Попадете сразу на страницу. Тело– это не метафора. Зафиксируйте. Это инструмент. Тело– это инструмент. Маяк учит использовать этот инструмент. Я долго думала, как бы это упаковать, как дать это более творчески. У меня люди пишущие приходят, книги выпускают, поэмы пишут, рисуют, ну такие картины рисуют, ну глаз не оторвать, да, рукоделия много очень дорогого, да, с драгоценными камнями работают и так далее. Ну, как бы такую игротеку сделать, чтобы они вот себя проявили. Вот, пожалуйста. Это инструмент. Маяк. Учит его использовать тело собственное. Кто-то пишет научные статьи там. Конечно, продолжает писать книги, а кто-то вообще просто говорит вот, ну вот, просто о себе и двигается дальше по заданиям 40 с небольшим дней. Вот такой вот челлендж. Не было клиента, кому бы это не понравилось. Вот что мы создаем вместе. Допустим, интернатива-портал– это цифровая платформа для комплексного развития личности. Заходят дети прекрасно, подростки прекрасно, там абсолютно безопасная семейно ориентированная среда, да. И маяк, допустим, социальный челлендж, прекрасно. Есть челленджи семидневные, это про физкультуру, да, есть дыхание, есть там э, организация мозга через определенные инструменты, да, интеллектуальные такие челленджи. Добрый путь, они коротенькие, семидневные, пятидневные. Найдите свой. Каждый участник становится маяком на карте света. Это в рамках проекта «Маяк», карта света. Я исследую, я свечу, и я передаю. Мыслит вот так вот клиент все чаще. И это не просто слова, это принцип, который отличает специалиста-практика, то есть нашего нейрокоуча, от теоретика, который, помните, стреляет по воробьям, он что-то хочет угадывать, интуитивно техники выдумывает, которыми он хочет развлечь своего клиента или, может быть, действительно ему хочет помочь. Ваши клиенты вот с этим инструментом– это не просто получатели, вы знаете? Они становятся частью созидающего созвездия, допустим, частью спортсменов, если это про физкультуру челлендж. Вы понимаете? То есть это не просто получающие. Это люди, которые и отдают тоже свое вдохновение, показывают, что они там делают. Передают это дальше в своих окружениях. Напишите слово «маяк» в интернатива-бот, и они на карте. Ваши клиенты, они на карте, как звезды. С желтым цветом это очень активный клиент, такая активная желтая звезда, а светленькая звезда вот только пришел. Ну давайте пятый инструмент, раз уж обещали, да? Что первый, что третий, что четвертый, это, конечно, вау инструменты. А пятый? Ну давайте посмотрим, что вы почувствуете. И нейроаудит прогресса. Нейроаудит прогресса. Вот парадокс вам. Изменения происходят, а клиент их не замечает. Да что-то, говорит, не могу сказать даже, как, что у меня изменилось, что, какой у меня прогресс. Ну, не замечает. Мозг не отслеживает у него изменения автоматически. И вообще мой мозг тоже и ваш. Этого не бывает. Мозг не отслеживает изменения автоматом. Когда человек не видит роста, ему кажется, ничего не происходит. И он уходит. Давайте заменим один вопрос. Знаете какой? Как вы себя чувствуете? Спрашивали когда-нибудь своих клиентов? Вы как себя, ну как наша сессия, как вы себя чувствуете? Да? Как вы себя чувствуете? Замените этот вопрос на какой? Что конкретно изменилось с прошлой встречи?
Что конкретно изменилось с прошлой встречи? Не ощущения, факты, то, что измеримо. Дайте, пожалуйста. И 94% клиентов продолжают после третьей сессии, когда видят свой прогресс. Клиент видит рост, хочет продолжать, вы видите динамику, вам интересно, работаете с уверенностью. Такая химия тела эффективная, да? И у него, и у вас. Заданица ему давайте. О себе. Да вот вам прямо сейчас давайте дам задание. Вечерний ритуал в нейросекретаре хотите? Нейросекретарь, у кого есть, дайте 10 в десятку. У кого 0, дайте 0. Забирайте нейросекретарь. Вот вам QR-код на слайде. Каждый вечер в 21:00 ваш личный нейросекретарь задает 4 вопроса. Это мощно. Что ты сделал сегодня? Есть ли у тебя 3 радости? Давай 3 человека, за что ты их поблагодарил. Кому 3 ты помог? 3 намерения на завтра. Это не нейросекретарь, это конкретно мотивирующая система, которая превращает ваш дофаминовый профиль, ну, просто делает с ним какие-то чудеса. Попробуйте хотя бы 3 дня, кто еще не пробовал. Через неделю человек видит свой прогресс глазами, он это ощущает в теле. Это не записная книжечка, которую он там где-то имеет, или дневничочек. Это зеркало изменений, 100%. Иногда я называю второй мозг, который никогда не устает. Именно такой инструмент удерживает клиента в работе, а вас в вашей профессии. Без нейросекретаря, я думаю, вообще здесь как бы я была. Сканируйте этот QR-код. Там есть ссылка на нейросекретаря, ну и еще много чего интересного. Есть инструмент прикладной, чувствуете прямо сейчас. Нейросекретарь появляется у вашего клиента. Вот тут, вот это я к вам завернул на консультацию. Ха! Нейрозонд, тренажеры, вот здесь вот практики и такой секретарь еще у меня. Я не верю. Это кто? Какой это коуч? Это не коуч. Это специалист высокого класса, 3-го тысячелетия. На ближайшие 55 лет. Актуальнейшая работа, актуальнейшая специальность. Конечно, с такими инструментами. Нейросекретарь себе сначала в работу, иначе вы его не можете рекомендовать, потому что не знаете, о чем речь. Напишите секретарь. Это значит, вы себе это возьмете. Себе в работу, если вы не знаете, что такое себе. Иначе вы не сможете рекомендовать, если вы не знаете. У вас нейронов просто нет, как он работает. Вот инструмент, который работает за вас, нейросекретарь еще раз, вот, да, который поддерживает клиента. Каждый день он поддерживает вашего клиента, а вы какао пьете без сахара. А нейросекретарь работает. Утром в 8 анализ целей и дофаминовый душ, да, с утра. В час дня тук-тук, нейропауза с практикой, да, и вечером можно к вам в 9. 4 вопроса у меня есть, ответьте, 5 минут занимает. Вот такой нейросекретарь. Вы уже поняли, который заходит ко мне, да? А тоже приятно иногда заглянуть ко мне в кабинет, а может быть даже и прямо вот в эту гостиницу. Почему и нет? Это не просто напоминалка, это не об этом. Это не напоминалка, нет. Все, что клиент отвечает, сохраняется в его личный такой портал. Искусственный интеллект высокообразованный в этой теме видит динамику, вы видите тоже прогресс. Например, цели на 3 года давай поставим, он говорит, в кармане. А давай шаг к ним каждое утро будем делать в кармане. Да? Отлично. Напишите «круто», если вы это чувствуете. Прямо в кармане нейросекретарь. То цели на 3 года, то каждый день шаг к ним. Такой портал интересный, который знает, какие я стихи пишу, на кого я здесь сейчас прямо злюсь, какие я книги читаю, что я думаю по поводу вот этого вот телевизора, который сейчас сказал вот это. Знает все, то есть ваш второй мозг. Угу. Просчитывает все с очень точным попаданием. Ваши желания, свойства,
ваши боли, если они есть у вас, как у специалиста. И это относится и к клиенту тоже. Давайте на секунду остановимся. Посмотрите, какой слайд. Спасибо за этот слайд. Конечно, команде Института гуманных технологий Интернатива. За последние десятки, допустим, 4 десятка минут вы получили 5 инструментов, каждый из которых можно применить уже на следующей сессии. Неважно, хотите вы сейчас спать или есть, всего 40-30 минут, и вы получили такие 5 инструментов. Напишите 5 баллов, да. И прямо сейчас вопрос вам в чат. Да, я это получил, пишите, да, получено, потому что я не знаю, слайды у вас есть или нет. Посмотрим. Да, напишите, да, есть. За какие-то десятки, вот 4 десятка минут всего лишь. А посмотрите, какой опыт, многолетний опыт. Это же более 15 лет назад. То, чему обучена эта инфраструктура высокотехнологичная, этим же занимался человек, она не сама по себе там обучена. Соответственно, это многолетний опыт с опорой на нейронауки, на изучение мозга людей, на последние разработки, да, и вы это получаете за какие-то десятки минут. Так, есть завтра будем спать, тоже завтра будем, конечно, есть, да, спасибо. А теперь, а теперь напишите цифру, какой инструмент вам больше всего откликнулся. Смотрите, первый инструмент – нейропрофилирование. Второй – настройка состояния. Третий – протокол нейропластичности. Да? Соматический маркер. Нейроаудит, крутизна просто. Нейроаудит чего? Прогресса. Пишите, мне первый, второй, четвертый, мне только пятачок понравился, мне третий и пятый, да? Мне вот этот понравился. Давайте. Получили, умницы, идут сигналы. Какие молодцы, вы еще со мной. Итак, какой инструмент особенно откликнулся, чтобы работать уже легче, с удовольствием, дольше? Ближайшие 55 лет. Есть, есть. Цифры идут. Почему это важно? Вот почему это важно. Мне все, кто-то четверочку дает, четверочка, это у нас соматический маркер, так держать. Вот почему это важно. Каждый раз, когда вы называете цифру, мозг фиксирует «это мое». Вы видели? Это дает дофаминовую подушку. Небольшой выброс, дофаминовый душ такой небольшой. И инструмент перестал быть чужим знанием. Он стал вашим. Поздравляю вас с этим. Дайте еще огня, дайте огня или ура. Вот таким вот образом это работает через нейробиологию. Конечно. Теперь про домашние задания, которые я давала, помните, и даю своим клиентам, коротенькие. Все они работают через один механизм. Вечерний ритуал. Каждый вечер в 21:00 заходит нейросекретарь, заходит в кавычках, спрашивает, что ты сделал, какие благодарности 3, есть ли что-то радостного, да, у тебя, 3 намерения на завтра. Это не дневник, это нейробиологическая привычка. Подчеркните, нейробиологическая привычка. Вот я сейчас вам показала, DAF. Поработав префронтальной корой, вы даете цифру. Все это работает внутри вас прямо в теле. Когда инструмент, да, из чужих знаний превратился в вот это вот внутри вас. Это мое. Отлично. Кстати, то, что вы сейчас видите слайд, да, это фрагмент системы, маленький фрагмент системы. Полная система в программе профпереподготовки. Но сначала давайте посмотрим, как она работает в реальной жизни. Шагнем, в реальную жизнь шагнем. Напишите реальность, требуем реальность, шагнем в реальную жизнь. Чуть-чуть только. 5 шажочков, 2-3 шажочка. Прям еще буквально 7 минуток. Да, микрофончики выключите, у кого микрофончики. Вижу, что-то шуршит. Сейчас я покажу вам 5 историй. Это реальные люди. Там разный возраст, разный бэкграунд, разные города. Всех объединяет одно. Всех объединяет одно. Они прошли программу МАФО, да не одну, и изменили профессиональный путь. Допустим, Александра Пхукет, смотрите, журналист, она пришла на программу в поиске. После журналистики не знала, куда двигаться дальше. Сложные состояния мешали, сложные жизненные ситуации не давали.
После практики решила не останавливаться, поступила в магистратуру. Через месяц начала работать майнд-фитнес-тренером. Вы представляете, с детьми. У самой нет детей, работает с детьми в группе. Параллельно консультирует взрослых. С такими инструментами, конечно, надо. Говорит она, профпереподготовка дала мне не просто диплом, она дала профессию, которую я начала применять сразу. То есть еще училась и начала применять. Екатерина, Нижний Новгород, бывшая владелица сети салонов красоты. Закрыла бизнес, выгорание. Работала, ой, знаете, была домохозяйкой, как сейчас помню ее кошку. И 2 девочки, дочки. Поиск нового пути привел на кафедру сложные состояния. 3 месяца программа, и она нашла свою нишу. Это артисты очень крутого цирка, допустим, да, и политики. Объединила нейрокоучинг с тем, что умела раньше, с индустрией красоты и образа, это ей знакомо. Через пару месяцев, что вы думаете, какая домохозяйка? Еще там много было рукоделия. Против этого ничего не имею. Но корона, мисс красоты, это круто. Напишите. Здорово. Прям Катерине пошлите вот это свое здорово. Чудеснейший был миг, конечно. Нашла себя на пересечении 2 миров от Катерины, и это оказалось сильнейшим позиционированием. Отлично. А вот есть директор Наталья, директор университета, преподаватель, еще там преподает психологию. И для некоторых это очень скучно слушать лекции психологии. Да? Человек, она с академическим фундаментом пришла учиться заново. То есть есть академический фундамент, но она заново хочет учиться. С красным дипломом закрыла МГУ и пришла учиться заново. Блестяще завершила магистерский курс у нас в МАФО. После этого перестроила лекции так, что студенты стали глубже понимать предмет. А главное, учиться с энтузиазмом. Разработала авторские курсы по отношениям в паре с опорой на системное видение. И все. Нейропсихология показала, как зажечь интерес к предмету. Не заставлять учиться, а вдохновлять. Такая мысль, да? Следующий. Такая простая мысль, а мужчины? Мужчины, да, у нас в основном мужчины из крупных строительных бизнесов. То Домодедово строил и вообще с аэропортами имел дело, то вот школы, строительство школ по всей России. Евгений, управленец, пришел не за дипломом. Я школу строю, я управленец. Я пришел, чтобы наладить работу команды и лучше понимать близких. У меня ребенок родился. Так вот он учился с ребенком на руках, 9-месячным, как сейчас помню. За первый месяц сразу скорректировал коммуникацию, опираясь на знания о психотипах. Напряжение в команде снизилось, взаимоотношения в семье улучшаются. И он говорит, когда знаешь, как устроен человек, другой, то управлять людьми становится другим разговором. Микрофончик выключите, Дмитрий Игоревич. Шумит, слышно слова. Итак, когда знаешь, как устроен человек, управлять людьми становится другим разговором. Итак, летим с вами куда-то на юг, Туапсе, 57 лет, Ольга, 20 лет в налоговой. Представляете? Юридическое образование, 20 лет стажа и уже ощущение выгорания. Еще бы, да? Это было видно по лицу, особенно по словам. Прошла переквалификацию, потом магистерский курс, появляется уже улыбка. И вот ее ключ во взаимоотношениях с незнакомыми людьми, знаете какой? Закройте дверь с той стороны. Вот это ключ был. Да? Жить среди людей – ключ. Хороший ключ, кстати, он очень рабочий у некоторых. Закрой дверь с той стороны, вот и все, вот и весь ключ. А она открывает учебные классы со взрослыми детьми. Написала свои курсы, вы многие увидите, такие как нейропсихология или что-то касается питания вот на портале. Да, написала свои курсы, защитила степень докторскую, да, и говорит, в 57 начала с нуля, и сейчас у меня ученая степень доктора, а возраст – это опыт, который нейропсихология превращает в силу. Да, это так. Зрелый мозг имеет преимущество, конечно, перед подростковым, конечно. Превращает в силу. Смотрите, разный возраст, разный город, разный старт, разный старт. Что у них общее? 3 вещи. Понимание нейробиологии, а также индивидуальных свойств психики,
Они научились видеть, как устроен конкретный человек, и академический фундамент. Диплом МАФО, конечно, открывает двери. И это не сертификаты разных курсов, где там в Инстаграм, да. Практика под супервизией, 3 восклицательных– это уникальный инструмент. Не теория в вакууме, а инструменты, которые они применяли уже в процессе учебы. Отлично. Дайте огня. О, есть, огонь есть. Вот тем людям, о которых я говорю. Я могу дать 50 историй, но у нас ограниченного времени, разный часовой пояс, у кого-то вообще ночь кромешная. Но не спать, дать огня. Когда еще я открою закулисье собственного кабинета на нейрокоучинге или консультациях? Это все покрыто тайной, конечно. Дайте огня. Окей. Первая часть эфира завершена. Сейчас я хочу передать слово человеку, который строит эту систему. Конечно, изнутри. Дмитрий Игоревич, он руководитель отдела развития кафедры, но также и вице-президент Международной академии фундаментального образования. Он отвечает за то, как выпускники входят в профессию, позиционирование, какие инструменты получают, как выстраивается карьера. Он посещает их закрытые каналы, смотрит, наблюдает за ними в инстаграмах повсюду, да. А также он помогает после диплома уверенно понимать рельсы собственной профессии. Отлично. Как слышно, Дмитрий Игоревич, будьте добры, передаю микрофон. Да, прекрасно слышно. Тренировались эту презентацию делать короче, но она такая емкая. Я, если честно, просто обалдел от того, что то, что мы планировали выдать за 40 минут, вышло это практически на 1,5 часа. Итак, уважаемые дамы и господа, все те, кто нас видел, напишите, пожалуйста, а хотели бы вы такие инструменты полностью применять у себя в своей практике? Насколько? Поставьте огня, дайте огня, во-первых, Вере Михайловне за ее эфир, за ее презентацию, за ее 5 инструментов, за ее примеры, за ее харизму. И мы переходим ко второй части данной нашей презентации. Как вообще получить это все? Итак, внимание, 6 месяцев, всего 6 месяцев. Это примерно по 5-7 часов в неделю, в удобное время. И на выходе у вас диплом о профессиональной переподготовке гособразца ФИС-ФРДО с занесением, а еще плюс международный диплом, который котируется по всему миру, во всех странах. И это не просто инстаграм-курс, про который я сейчас вам буду говорить. Это академическая база, за которой 80 лет анализа экспериментов Ленинградской школы, Московской школы и международные практики. Преподаватели все у нас с учеными степенями. Диплом, который вы получите, он признается не только в России, но и за рубежом, как я сказал, и сообществу крутых нейрокоучей, практикантов и, самое главное, вдохновителей, тех маяков, которые светят и будут светить, я думаю, очень долго. И это не сертификаты. Это документ, который говорит, что вы человек, который обучился профессионально. И что за капотом? 512 часов, 9 модулей. Каждый модуль – это конкретные инструменты для работы с клиентами. Это организация ума, нейротренажеры, это нейролингвистика, это психология и системное мышление. Это вообще просто, это самое топливо нашей ракеты. Тонкая настройка мозга, это коммуникации, это инструменты, это нейропсихосоматика, это курсы внутри портала, это нейробизнес совершенно уже новый. Да, то, что вы получаете уже конкретно от меня во второй части обучения, это как выстроить практику, это юниты экономика на ладони, это метрики, сквозная аналитика, автоматизация бизнес-процессов. Естественно, это нейрокоучинг.
его будет очень много именно от Веры Михайловны. Это будет практика, которую мы называем нейроквест. Это интервизии, это супервизии, это интроспекции, это мини-задания, это челленджи. Это все то, что вдохновляет и позволяет человеку просто подняться. Любому человеку. Это бомбически на самом деле. Так вот, методология еще будет у вас и педагогика. Это уже отдельная тема, она дана не каждому, но у нас есть конкретно нейропедагоги, и у нас уже и готовый курс есть по нейропедагогике, и сейчас еще один готовится конкретно для родителей, в том числе по нейрологопедии, в том числе есть, готовится курс, нейростресс у нас есть, и много разных интересных курсов внутри портала. Так вот, для кого эта программа? Эта программа для тех, кто уже работает с людьми или и хочет просто взять и систематизировать это все с предсказуемыми результатами и с уверенностью в каждой сессии. Это могут быть новички. Наверняка тут кто-то есть новичок. Поставьте плюсик, кто тут новичок. Давайте еще раз познакомимся. Этот курс конкретно для вас, если вы хотите начать просто все правильно, без ошибок и без гадания, да, вот в результатах. Конкретно все будет подсчитано ровненько. Нейробиологическая база, это фундамент по общей психологии у вас будет в том числе, и никаких проб и ошибок. Если вам нужен официальный документ, диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 2 квалификаций, это нейрокоуч и нейропсихолог. Этот диплом может быть еще и мастера, магистра, который откроет вам совершенно все двери с вашей квалификацией. 3 разные ситуации, одна программа, которая выстроена таким образом, что каждый просто берет и приходит на свой уровень. Да, есть 2 способа. Есть 2 способа работать. Есть способ интуитивно работать, продолжать, без уверенности в результате, и потом опять искать в поисковике нейрокоучинг и нейропсихологию от Института гуманных технологий Интернатива и МАФО, потому что мы как таковой единственные в России пока что. Или работать по нейрокоучинговым протоколам, то есть конкретно прийти к нам, обучиться и начать просто-напросто сразу же практиковать практически с первого же дня, с первой же лекции. Даже еще обучение может не начаться, а вы уже можете это все применять. Знать, почему это работает, как это работает, и конкурировать уже тут глубиной, и брать дороже, потому что результат, он уже будет совершенно другого уровня. И разница не в том, насколько вы стараетесь. Разница просто в системе. И вот давайте честно просто поговорим о ценности данного продукта. Давайте посмотрим вообще просто российский рынок, да, и зарубежный рынок нейропсихологии, нейрокоучинга и вообще помогающих профессий. Да, ICF, коучинговые программы, их не так много, но они есть. Так вот, 6 месяцев обучения, минималка, вот просто минималка, она стоит от 100 тысяч рублей. На самом деле даже от 150, где-то и 300 тысяч есть. За меньшее причем количество времени и практики. У нас будет еще дополнительно 12 супервизий с живыми разборами. Что такое 12 супервизий? Это 3 месяца вы с нами еще дополнительно применяете супервизию и отрабатываете это все, в том числе с нашими наставниками, а у вас их будет 3 наставника. И вы можете приходить со своими клиентами сразу же на супервизию и заключать сделки. Это у вас, как я сказал, закрытое сообщество, поддерживающее, постоянно поддерживающее, и в котором вы можете консолидироваться и уже проводить какие-то свои эфиры, челленджи, мастер-классы и так далее, да, в то или иное время. То есть у нас все для этого есть, в том числе и конференц-комнаты безлимитные с записью на YouTube, просто все, причем с безлимитным даже пространством. Доступ ко всем курсам портала на 1 год. Давайте вот посчитаем, вот зайдите потом на портал и посмотрите эти курсы. Некоторые наши авторы этих курсов говорят, нужно поднимать цены. То есть то, что мы выставили за нейропедагогику, говорит, поднимаем цену. Хорошо, будем поднимать цену. Поэтому можно успеть сейчас за другую стоимость попасть. Так вот, совокупная цена всего этого, да, полгода.
С вами будут 3 только куратора, это еще будет заведующие кафедрой, это поддерживающее сообщество, это целая команда айтишников, которая за моей спиной работает. Это моя вообще просто такая теневая элита. Более 250 тысяч рублей. Все это стоит. На самом деле это стоит намного дороже, особенно когда под ключ. Так вот, два варианта. И выбираете просто свой темп. Профпереподготовка. Как я сказал, 6 месяцев, диплом, все официально, реестр. Цена 89 тысяч рублей. И плюс еще доступ к курсам, ко всем. То есть у вас целый год будет доступ к курсам, ко всем инструментам, сообщество и 6 месяцев обучения, 12 супервизий, интервизий, нейрокоучинг и нейроквест еще дополнительно. То есть у вас будет очень много практики в течение ближайших 6, 7, 8 месяцев. На самом деле 6 месяцев прописано, на самом деле это чуть больше получается. Или магистратура. Она идет от 9 месяцев, в среднем 9 месяцев, но на самом деле иногда бывает 10-11 месяцев. Мы работаем по британской технологии магистратура, не по российской технологии, которая растягивает это все на 2-2,5 года. У нас экспресс, конкретно экспресс, но без летних выходных, без зимних каникул у нас все расписано понедельно просто, и все. И мы работаем в удобном таком режиме, что вы даже в отпуске можете это все и учиться, и все делать. Так вот, в данный момент цена на эфире у нас магистратуры 165 тысяч рублей. Обычная цена вообще в скором времени будет 312. Была 240, но с нашими инструментами это все, ценность гораздо выше, она просто увеличивается в 2 раза. И, внимание, тут еще дополнительный бонус для магистров. Кроме портала с курсами, вы еще получаете годовую подписку не только на нейросекретаря, это второй мозг нейрокоуча, там, где вы сейчас же, вот можете уже сейчас применить это, вот эфир заканчивается, и вы можете в течение 20-30 минут, нужно очень серьезно просто обдумать сначала цели трехлетние, то есть перейти в состояние, что вы уже 3 года прошло, и чего вы добились. И вот эти 30 минут вам нужно выделить на самих себя любимых и спланировать те крутые 3, может быть 5, может быть 8 целей через 3 года. Когда вы это очень хорошо проговариваете, по 5, 6, 7 минут, 8 минут, можете прямо наговаривать это все. Берете, наговариваете. А лучше сначала записать это, хотя бы чуть-чуть спланировать, чтобы не заикаться, да, и спланировать. Искусственный интеллект, он все обрабатывает, у нас такие алгоритмы там встроены, что он разбивает ваши цели уже по годам, потом ближайший год по месяцам, потом дополнительно ближайшие пару месяцев, он еще более плотно, а потом еще распланирует понедельно, а потом еще и по дням. И потом каждый день у вас будет утром ревью вчерашнего дня с вашими целями, а вечером он вас спросит, давай подумаем, вот ты сегодня сделал вот это, вот это, вот это, сделал ли? Он это все очень хорошо понимает и чувствует. А потом вы пишете ему, ну, проговариваете ему еще дополнительно какие-то цели уже на следующий день. 3, буквально 3. И он все это компонует, он все это сохраняет, все это. Вы можете туда потом свои мысли ежедневные, стихи, пометки, в том числе сбрасывать туда какие-то сообщения от ваших клиентов. И он это все будет сохранять. И вы просто говорите, например, слушай, пришли мне, пожалуйста, все те контакты, которые писали мне в прошлом месяце по поводу нейрокоучинга. И он вам пришлет. Там есть такая кнопка, функция такая. И он у вас все это все собирает. В любой момент вы можете весь этот файл скачать и потом загрузить это, например, на MacBook в Obsidian, да, или в Todoist. Вот есть тоже вот такая программа трехцельная. Она, кстати, дороже получается, чем у нас. И вы можете туда это все загрузить, и он сразу же вы можете переехать на другую систему, если вдруг вам не понравится наш нейробот. Но я не думаю, что вам не понравится. Так вот, вы получаете этого нейросекретаря вот как магистра на целый год. И второе – это нейроарсенал. Мы это назвали, нейромастерская, но на самом деле это арсенал нейрокоуча.
в обязательном порядке на портале проанализируйте, что он дает. Там все заточено, там около 12 инструментов заточены под работу нейропсихолога, нейрокоуча, который делает просто все. Он и видео делает для соцсетей, и картинки, и тексты переделывает, и анализирует ваши нейрокоучинговые сессии, выдает домашние задания, составляет протоколы. В общем, все. Это ваш конкретно помощник, вот этот нейроарсенал, и плюс еще ваш личный нейросекретарь, который у вас просто в кармане, он будет всегда у вас. Вот вы просто работаете с нейросекретарем, он у вас в кармане, но работать с нейроарсеналом лучше, конечно, на компьютере, это более профессионально. Сначала промпты сделать, потом изображение, либо видео, написать статьи, все это автоматизировать и так далее. Это уже мы как раз показываю на обучении с магистрами. Вот, это вот такой вот дополнительный крутой бонус для наших магистров. И это вот буквально короткое время. Так вот, вы пока принимаете решение, хочу показать вам, что вы получите, да? А вы на самом деле уже сказал. Так вот, нейроарсенал, как я сказал, да? Закрытая база, 60 промптов для работы с клиентами, гайды по инструментам, разборы протоколов. Объявляется каждую неделю. Также и, естественно, это ваш нейросекретарь. Мы его назвали еще Wow Мозг. Это вот как раз отдельно есть Telegram бот, в котором вы можете это все использовать. Но я думаю, вы уже откуеркодили сегодня этот инструмент. Поставьте огня, если нравится. Это такой бонус для магистров. Так вот, два способа оставить заявку. Первый – это просто пойти на сайт. Это сейчас будет QR-код точно так же. Ну и в нейроботе вы также получите ссылочку на профпереподготовку либо магистратуру. Причем там у вас можно до 12 месяцев рассрочку оформить банковскую, можно мандаринками оформить, там, сплитами, просто переводами сделать, либо если уж нету возможности там кредитной истории или еще что-нибудь, либо за рубежом, то можно оформить еще и внутреннюю рассрочку. Для этого просто нужно написать слово «хочу» в нейроботе. Вы получаете сообщение определенное, и мы с вами связываемся в ближайшие там 2-3 дня и решаем любой вопрос, любой запрос. То есть внутренняя рассрочка в том числе есть. Так вот, оставляя заявку, связываемся и решаем. И если вы считаете, что это дорого, да, там 89 тысяч, дорого, то просто подумайте, это 15 тысяч всего в месяц. Это одна сессия практически. Одна сессия у хорошего нейрокоуча, она примерно так и стоит. У некоторых даже до 80 стоит. Хорошая, очень хорошая, полноценная сессия со всеми инструментами, с решением любого запроса. Нет времени. 2-3 часа за 5 дней? Да нет. Это уже, по-моему, будет отговорка. Нет времени. Ну, на самом деле у нас 5-7 часов нужно выделить, примерно 5-7 часов выделить в течение недели на обучение. Все остальное, конечно, будет практика, но также в удобное время. У нас и многодетные мамы, и крупные предприниматели, все успевали. И мы выстраиваем расписание занятий таким образом, что каждый может присутствовать на живых лекциях. Поставьте огня, если кто уже проходил обучение и кто согласен с тем, что расписание у нас реально гуманное. У кого есть образование, говорят уже, да, то есть, ну, хорошо. Нейронаука – это не только психология, это совершенно другой уровень понимания механизмов изменений. Это совершенно другой. И этому сейчас пока что еще не учат в институтах. В обычных институтах этому не учат, к сожалению. Пока учат нас прошлым каким-то моментам, которые уже частично не актуальны. Записи посмотрите какие-либо, да, отлично. Можно даже посмотреть эту запись и забрать эти все инструменты. До 17 числа у вас будет время как раз подумать и решить вопрос с бронированием стоимости. Поздно начинать. Еще такие тоже говорят, вот, да, что мне уже поздно начинать? У нас есть 57, 63-летние молодые женщины, прекрасные женщины, которые стремятся к развитию, которые хотят выглядеть молодо, которые хотят быть сексуальными, которые хотят работать, помогать, то есть находить, ну, они понимают, что если они будут сидеть просто на пенсии и там, заниматься своими цветочками, но это уже
реально пенсия. Поэтому тут такой вот момент. По поводу нет денег тоже, ну, 3 платежа по 30 тысяч рублей там, или 6 платежей. А, Ну, подумайте о том, что вам буквально в ближайшие там 2-3 месяца эти же деньги уже будут платить ваши же клиенты. А мы вам поможем просто в этом, на супервизиях. Так вот, я знаю, что у многих есть сомнения, а, поэтому у вас есть более лайтовая вещь, просто еще более лайтовая вещь. У нас 24 марта стартует курс. Называется он «Архитектура пары» или «Как нейронаука объясняет выбор партнера». Это курс о том, почему мы выбираем именно тех или иных людей. Почему какие-то конфликты, они вот почему-то идут по определенному всегда сценарию, и они не решаются. Вот конкретно есть данные, последние данные, очень серьезные 40-летние исследования, 44% конфликтов в семье никогда не решаются. То есть каждый второй практически конфликт, он просто никогда не решается. Почему так происходит? Ну, за рубежом они не знают про системное мышление, мы знаем. Поэтому из-за того, что вы узнаете, какие наше системное мышление, Ленинградская школа, то конфликты будут исчезать намного быстрее. Так вот, вот этот курс, это первая ступень основного курса по нейропсихологии и нейрокоучингу. Это 8 лекций, это 1 месяц. Старт, как я сказал, 24 марта. Работа с парами как отдельная практика. Это очень востребованная ниша, очень востребованная ниша. Сейчас очень много холостых девчонок, которые не хотят даже рожать. У нас есть очень много парней, которые ищут девчонок, но не могут их найти. Вы можете в этом случае очень хорошо помогать. И если хотите попасть на такое обучение для начала, как вступление, то можно написать кодовое слово в нейроботе «отношения». Открываем интернатива-бот, пишем отношения, и вы записываетесь в whitelist. Мы точно так же с вами связываемся и решаем о том, по платежам, это уже договор, естественно, да, потом, чтобы справку кому-то нужно еще потом оформить об обучении, чтобы налоговый вычет сделать и так далее, да, у кого как. Так вот, внимание, до 17 марта за место 35 тысяч рублей курс стоит 29 900. То есть вы можете очень неплохо даже еще и сэкономить. Это для тех ранних пташек или для тех, кто вообще умеет и любит экономить. Да, поэтому вот небольшую скидку мы делаем для тех, кто хочет реально вот просто поступить. То есть получается это уже 2 платежа по 15 тысяч рублей там, или 3 платежа по 10 тысяч рублей. Но это еще не все. Если вы вдруг хотите просто забронировать стоимость, самый последний шаг, который мы можем вам сделать навстречу, это оплата 10 тысяч рублей, как и единовременный взнос. Начинайте тогда, когда хотите. Это вообще уже самые лайтовые условия. Мы заключаем договор, прописываем первоначальный взнос 10 тысяч рублей, прописываем открытую дату, и вы можете начинать это, например, в сентябре месяце. У нас есть и такие студенты, которые заключали договор в марте месяца одного года, начинали обучение в октябре этого же года, то есть через 7 или через 8 месяцев. Были такие. Несколько таких студентов оплачивали сразу, а потом переходили к обучению через полгода, потому что нужно решить кое-какие там свои вопросы, чтобы потом полноценно войти в обучение. Но сейчас чем хорошо заходить, потому что вы как раз выходите на лето, а потом к сентябрю месяцу вы уже полностью упакованы. А там самое время как раз запускать новые курсы, новые платформы, потому что люди они выходят и начинают думать, а что им делать-то? Почему-то я все поллета отдохнул на югах, а у меня опять стрессовая ситуация какая-то. А так, кстати, так и получается. Потому что отдых, он не помогает отдохнуть мозгу. Даже если вы на пляже лежите, даже если на Бали. Так вот, пока принимаете решение, еще раз хочу напомнить о бонусах. Да? Бонусы – это нейроарсенал и нейросекретарь. Это бонусы магистра. Такое нельзя пропускать. Ну и плюс дополнительные
дополнительные супервизии, дополнительная проектная часть очень серьезная и полностью упаковка вас как нейропсихолога и нейрокоуча со всеми инструментами. И как оставить заявку? Почему-то у меня не переходит этот слайд. Странно. Просто напишите слово "хочу". Вот почему-то у меня улетел слайд один почему-то. А, да, он у меня исчез. Как оставить заявку? Пишите в нейроботе "хочу". Мы с вами связываемся и начинаем работу. Давайте проверим. Хочу. Проверим, чтобы все работало. Да, там, правда, цены маленечко другие, но это, они не актуальны. Но факт то, что вы оставили свою заявку в "Телеграме", и мы с вами спишемся. 89 тысяч рублей стоит профессиональная переподготовка. Туда входит годовой абонемент к курсам. А магистратура дополнительно туда входит дополнительная практика и еще дополнительно, нейросекретарь, годовой абонемент и нейроарсенал. Ставьте огонь, кому нравится данное предложение, и тогда мы будем завершать данную трансляцию, данную презентацию. Я желаю всем хорошего вечера, доброй ночи уже некоторым. Я точно знаю, что тут есть, кто и уже ночью сидит, смотрит. И до скорой встречи на кафедре нейропсихологии и нейрокоучинга Международной академии фундаментального образования или на профессиональной переподготовке в Институте гуманных технологий Интернатива. С вами был Радыгин Дмитрий. Всего вам доброго и до скорой встречи. Всем пока-пока.